Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на мой канал, The Handmade. Это третья часть видео мастер-класса по вязанию вот такой вот тигрюни по имени Снежка. Так, провязали 8 рядов без изменения, в каждом ряду по 36 столбиков без накида. Я вначале провязала 4 ряда из этих 8 и потом поняла, что мне не хватит пряжи. Съездила за новым мотком. И этот моток оказался на тон светлее, хотя номер тот же самый, 80330. И поэтому я распустила то, что я провязала, именно голову, и полностью начала новое вязание головы именно с нового мотка, чтобы этот один тон светлости не так бросался в глаза. Итак, продолжаем наше вязание. В следующем ряду мы будем вязывать с вами ушки. Для начала провяжем 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Берем одно ушко и прикладываем к голове игрушки вот таким вот образом, чтобы верхний кончик вот так вот смотрел вниз. И будем привязывать к голове игрушки за две крайние петли. Сначала первую петлю подхватываем петлю на голове, вот эти вот хвостики отправляем вовнутрь головы и вяжем столбик без накида. Подхватываем вторую петлю на ушке, петлю на голове игрушки и провязываем вместе. Далее вяжем по голове игрушки 12 столбиков без накида. 1, 2, 3 и 12. Берем второе ушко, прикладываем к голове игрушки нужным образом и также провязываем вместе с головой 2 столбиками без накида. Вот эти вот хвостики можно еще зафиксировать на любой подходящей стеночке петли узелочком. И теперь до конца ряда вяжем 10 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд вяжем без изменения. 36 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. Хочу вам еще сказать, чтобы вы проверяли, равномерно ли у вас расположены ушки. Если же нет, так как у нас у всех может быть разное натяжение рабочей нити. Кто-то слабее вяжет, кто-то плотнее вяжет. Поэтому тут уже смотрите, высчитывайте петли самостоятельно. Если, допустим, со мной это не совпадает, то тогда уже считайте, через какое количество петель вам нужно будет расположить ушки, тот или иной край ушка. Итак, продолжаем наше вязание. В следующем ряду вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4 плюс 1 убавочка. Провязываем 2 петли вместе за передние стеночки. Такую комбинацию мы повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 30. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду мы сделаем 6 равномерных убавочек, то есть через каждые 3 столбика без накида, и при этом вяжем второй край ушка. Итак, для начала вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Вяжем одну убавку. Далее вяжем 3 столбика без накида.
2, 3. Далее будем ввязывать ушко. Подхватываем петлю, крайнюю петлю на ушке. На голове игрушки мы делаем убавку. Подхватываем 2 петли вместе за передние стеночки. Протягиваем рабочую нить сквозь все петли и вяжем столбик без накида. Далее подхватываем петлю на ушке, следующую, и петлю на голове игрушки. Вяжем столбик без накида. Далее по голове игрушки вяжем 2 столбика без накида еще. Вяжем одну убавку. Далее вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Вяжем убавочку. Вяжем 1 столбик без накида. Подхватываем вторую петлю на ушке, это вторая петля от края, петлю на голове игрушки и провязываем их вместе столбиком без накида. Далее подхватываем крайнюю петлю на ушке, петлю на голове игрушки, вяжем еще столбик без накида. Далее по голове игрушки вяжем одну убавку. 3 столбика без накида. 1, 2, 3 и 1 убавочка. Отмечаем новый ряд. Петлю слегка вытянем. И на этом этапе наполним голову игрушки наполнителем. Далее фиксируем глазки между 8 и 9 рядами, если считать от того ряда, там где мы вязали 12 прибавочек подряд. Считаем этот ряд и следующие. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Между ними фиксируем глазки на расстоянии друг от друга 4 столбика. Все. Теперь можно их фиксировать заглушками. Продолжаем наше вязание. И как вы уже обратили внимание, я определилась цветом глаз. На этот раз будут вот такие вот золотистые. Итак, в следующем ряду мы сделаем 6 убавочек через равное количество петель, то есть через каждые 2 столбика без накида. И при этом мы еще 2 петли от ушка тоже задействуем в вязании. Итак, для начала вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. Вяжем одну убавку. 2 столбика без накида. 1 убавка. Далее вяжем 1 столбик без накида. Подхватываем петлю на ушке, петлю на голове игрушки и провязываем вместе 1 столбик без накида. Далее подхватываем петлю на ушке, а на голове игрушки нам нужно будет сделать убавочку. Подхватываем 2 петли вместе за передние стеночки и через все петли протягиваем рабочую нить. Ой.
провязываем столбик без накида. Далее по голове игрушки вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. Вяжем одну убавочку. Далее подхватим петлю на ушке. Вот здесь мы задействуем 2 петельки. Сначала вот эту вот мы захватим, а эту пока не трогаем. Захватываем петлю на голове игрушки и провязываем столбик без накида. Подхватываем теперь вот эту петелечку на ушке. Смотрим, чтобы были задействованы 2 стеночки петли. Подхватываем петлю на голове игрушки, протягиваем рабочую нить, вяжем второй столбик без накида. Далее по голове игрушки будем вязать убавку. Вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. И делаем в этом ряду последнюю убавочку. В этом ряду у нас должно получиться 18 петель. В следующем ряду вяжем 1 столбик без накида плюс 1 убавка. Такую комбинацию вяжем до конца ряда, и итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали. В следующем ряду вяжем 6 убавочек подряд. Итоговое количество петель у нас должно получиться 6. По ходу вязания наполняем голову игрушки наполнителем, дозаполним ее. Провязали, ниточку рабочую протягиваем и отрезаем, оставляя хвостик длиной сантиметров 10. И этим хвостиком стягиваем вот это вот отверстие. Как я это делаю, я подробно показываю в вязальном видео шпаргалочки. Ссылочка на нее в описании под этим видео. Далее вышьем полосочки на голове игрушки и на туловище. Вышивать их будем также через каждые 2 ряда, как вот на ручках мы вышивали. Вот эти вот полосочки и полосочки по голове и по спинке, это я вышивала одним кусочком пряжи. По бокам здесь тоже это был следующий отрезок пряжи, и здесь тоже отдельный отрезочек пряжи. Вот, и на щечках тоже это было вышито отдельным кусочком пряжи. Итак, давайте приступим. Итак, вторая тигрюня Снежка готова. Осталось ее приодеть. Итак, давайте с вами свяжем юбочку. Берем плюшевую пряжу в цвет юбочки, основной крючок и набираем 33 воздушные петли. Либо же замерьте по своей игрушке, возможно, вам понадобится на 2 петли меньше, либо на 2 петли больше. Я замеряла вот в этой части, чуть выше хвостика. Итак, набираем нужное количество петель. У меня же это будет 33. 1, 2, 3, 4, 31, 32, 33. Далее в обратную сторону по цепочке, начиная со второй петли от крючка, вяжем 32 столбика без накида. 1,
2. Провязали. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. В следующем ряду вяжем 15 столбиков без накида. 1, 2, 3, 15. Далее вяжем одну прибавочку, провязываем в одну петлю 2 столбика без накида. И опять повторим такую же комбинацию. Вяжем 15 столбиков без накида и в конце ряда вяжем одну прибавку. Провязали. В конце ряда вяжем 2 воздушные петли. 1, 2. Разворачиваем вязание. Следующий ряд мы будем вязать столбиками с одним накидом. Делаем накид и вяжем 3 столбика с одним накидом. 1. Следующую петлю вяжем второй столбик с одним накидом. Следующую петлю вяжем третий столбик с одним накидом. Далее вяжем одну прибавку, то есть в одну петлю вяжем 2 столбика с одним накидом. И повторяем такую комбинацию до конца ряда, то есть вяжем 3 столбика с одним накидом плюс 1 прибавка. Прибавка из 2 столбиков с одним накидом. И закончим этот ряд 2 столбиками с одним накидом. Провязали, ниточку протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Далее сделаем обвязочку по краю юбки ворсистой пряжи. Будем делать обвязку с изнаночной стороны. Вот это у меня лицевая сторона. Обвязку будем делать с изнаночной стороны. Почему? Потому что при вязании вот такой ворсистой пряжи весь ворс уходит на изнаночную сторону. Поэтому будем вязать с изнаночной стороны, и получится потом лицевая сторона пушистой у юбочки. Итак, фиксируем рабочую нить соединительной петлей. Обвязка будет столбиками без накида. Далее заводим туда же крючок, куда и соединительную петлю мы делали, и вяжем первый столбик без накида. Рабочую нить сильно не натягиваем, чтобы обвязочка была пушистой. И вяжем вот так вот по краю, обвязывая все петли, каждую петлю столбиком с одним накидом. Провязали, ниточку протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. И вот она, это изнаночная сторона юбки. По изнаночной стороне мы делали обвязку. Вот она, лицевая сторона юбки и изнаночная сторона обвязки. Видите, какая она пушистая. Итак, все хвостики прячем вовнутрь юбочки. Далее между столбиками протягиваем ленточку, благодаря которой будет фиксироваться юбочка на туловище игрушки. Протягиваем, отступая от края, 2 столбика. И вот так вот между столбиками протягиваем ленточку. На ленточку я уже на кончике наклеила вот такие вот украшения горячим клеем. И теперь можно надеть на тигрюню. Здесь я бантик уже завязала, тоже из такой же ленточки, и тоже украшения на кончике наклеила. Бантик завязали, наша тигрюнечка полностью готова, осталось ей связать муфточку и шапочку. И сделаем мы это в заключительной части. Поэтому, кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить 4-ю заключительную часть видео мастер-класса «Тигрюня Снежка». Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Всем пока-пока!